Привет всем, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Сегодня хочу с вами поделиться универсальным рецептом несладкого заварного теста, которое подойдет для пирогов с любой начинкой, сладкой и соленой. Его можно использовать для приготовления вкусной галеты. Для теста нам понадобится 200 грамм просеянной муки, 100 мл воды, 50 грамм сливочного масла, четверть чайной ложки соли и 1 чайная ложка разрыхлителя. Для начала в глубокую чашу выкладываем сухие ингредиенты – муку, разрыхлитель, соль, и все это хорошо перемешиваем. Теперь в сотейник наливаем воду и кладем сливочное масло. Все доводим до кипения, периодически помешивая. Как только масло растаяло и вода закипела, выключаем огонь. Далее заливаем полученную массу в мучную смесь и аккуратно замешиваем тесто. Смотрите, не обожгитесь. Я сначала замешиваю ложкой, только потом руками. Жидкость становится уже не такой горячей. Тесто должно получиться эластичным и собраться в комочек. У меня на канале есть разные рецепты открытых пирогов, как сладких, так и несладких. Ссылочки на некоторые из них я оставлю в описании под этим видео. Из чаши мучную массу лучше переложить на рабочую поверхность. Удобнее всего замешивать на силиконовом коврике, так как тесто к нему практически не прилипает. Продолжаем замешивать тесто. Оно должно собраться в комочек, должно стать таким мягким и эластичным. Готовое тесто заворачиваем в полиэтиленовый пакет и оставляем отдохнуть минут 20 при комнатной температуре. Тем временем можно подготовить начинку. И после того, как тесто отдохнет, раскатываем его в круг толщиной примерно полсантиметра. В диаметре данного количества теста хватает на круг минимум 30 сантиметров. Теперь переносим тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой. Маслом смазывать его не нужно. Поверх теста распределяем начинку, от края отступаем примерно 4-5 см. Затем подворачиваем тесто к центру и защипываем края. Как я уже сказала, такое тесто подходит и для сладких, и для соленых пирогов. Если вы будете брать начинку сладкую, например, творожно-ягодную, то тесто смазываем желтком и посыпаем сахаром. Если начинка соленая, закусочная, например, сырная или овощная, то тесто только смазываем желтком и отправляем в разогретую духовку до 180 градусов примерно на 40 минут. Таким образом, из одного и того же теста можно приготовить и пирог для завтрака или перекуса, и ягодную выпечку к чаю. Экспериментируйте с рецептами. Если информация была для вас полезна, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и пишите комментарии. Также не забывайте подписываться на мой канал. Здесь вы найдете много простых и вкусных рецептов. Приятного аппетита!